Ни слова о мире, только деньги. Зеленский открыто заявил Европе: вы следующие. Удары не останавливаются. Киев, Чернигов и Запорожье – прилеты по всей Украине. Запад рисует победу Зеленского, но в эту картинку уже никто не верит. Сотни бойцов бегут с полигонов, дезертиров ждет депортация, а женщин – повестки. Приветствую всех. 22 августа на дворе. Собрал для вас главное за последние сутки, без лишнего. Все остальное в телеграм-канале, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Начнем с очередных громких слов в Киеве. Владимир Зеленский выступил на мероприятии по итогам работы фандрайзинговой платформы United24. И знаете, что сразу бросается в глаза? Ни слова о мире. Зато снова старый тезис: помогать Украине деньгами и оружием Запад просто обязан, ведь Киев якобы защищает весь европейский континент. Дальше интереснее. Зеленский открыто назвал боевые действия пробой пера перед возможным продвижением конфликта вглубь Европы и призвал европейцев перестать бояться этот сценарий обсуждать. Это также способствует защите жизни и долгосрочным гарантиям безопасности во всех странах мира. Война России против нашего государства – это проверка на прочность. Именно проверка. Война против любого государства. Я в этом уверен. Я знаю, что эта идея не нравится некоторым нашим, кстати, очень близким странам Европы. Они очень боятся об этом говорить. Они боятся, что война в Украине может распространиться, что Путин может распространить войну по всему миру. Я знаю, что им это не нравится, но я считаю, что об этом нужно говорить абсолютно честно, открыто, прямо. И, как бы это ни звучало, быть готовыми. По сути, Зеленский прямым текстом закладывает спонсорам новую логику. Платите не за Украину, платите за собственную безопасность. Ход тонкий, ход расчетливый, потому что напугать проще, чем убедить. Идем глубже. Помимо денег от западных кураторов и крупных международных структур, Киев активно тянет средства с обычных людей по всему миру. По словам Зеленского, среди доноров жители 145 стран, и даже несовершеннолетние. И, конечно, я благодарю миллионы наших доноров, обычных людей, а их очень много, а также очень известных амбассадоров United, множество компаний со всего мира, гуманитарные организации и даже обычные школы во многих странах мира, где дети собирают средства. Вдумайтесь в эту деталь. Школьники в разных странах скидываются на чужой фронт, а потом Зеленский подводит к главному – к оружию. И 3 миллиарда 700 миллионов долларов было направлено именно на оборону Украины, на технологии. Безусловно, в первую очередь на то, что спасает жизни людей. Дроны, наземные роботизированные комплексы, другие средства, которые позволяют не терять жизни. Считаем. Из заявленных 4 миллиардов долларов, собранных с 2022 года, почти все, 3 миллиарда 700 миллионов, ушло напрямую на военные нужды. Не на восстановление. Не на мирную экономику, на фронт. То есть платформу, которую подают как гуманитарную, на деле превратили в оружейную кассу. И вот что показательно. За все выступление не прозвучало ни одного слова о дипломатии, ни о переговорах, ни о шагах к завершению конфликта, ни о попытке хоть как-то договориться. Вся риторика киевского руководства снова свелась к одному: дайте. Дайте денег, дайте оружие, дайте гарантии. Безальтернативно. Мира в этой формуле нет, есть только новая заявка на следующий транш. А теперь, как все выглядит на земле? Ночью российские вооруженные силы нанесли групповой удар по транспортной инфраструктуре и логистике в Киеве и Киевской области. В столице поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие Юго-Западной железной дороги. Через него идет перевозка вооружений для украинской армии. Выбьешь депо – встают эшелоны. Встают эшелоны, фронт недополучает то, что должен был получить сегодня, завтра, послезавтра. В Киевской области удар пришелся по логистическому центру Бровары, крупному сортировочному комплексу Новой почты. По данным, там хранились комплектующие для беспилотников. Обычная с виду почта, а внутри детали для дроновой программы, которой так гордится Киев. В портах Черноморск и Южный выведены из строя склады с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для армии. Депо, сортировочный узел, портовые склады, топливо. Разные точки, но логика одна. Удар не по громким объектам ради картинки, как это делает Украина, а потому, без чего армия не воюет физически. Серия прилетов зафиксирована и в Чернигове, Сумах, Запорожье.
То есть это не разовая акция устрашения, а работа сразу по нескольким регионам за одну ночь. И таких ночей становится все больше и больше. И почерк тут заметно сменился. Раньше упор шел на отдельные заводы, их восстанавливали за недели. Теперь бьют по узлам снабжения, а это уже совсем другая история. Восстановить сортировочный комплекс или депо куда сложнее и дороже, чем один цех. Отдельно надо отметить сам выбор целей. Ни одного случайного объекта, только те, что напрямую завязаны на снабжение фронта. И это тот случай, когда официальный Киев предпочитает молчать. Признать масштаб потерь в логистике значит признать, что снабжение армии дало серьезный сбой. Переходим к теме, о которой на Западе стали говорить чаще. Все громче в Америке звучат голоса аналитиков, которые прямо говорят: Запад и Киев сами отказались от реальных шансов на переговоры. Вместо попыток остановить боевые действия – курс на эскалацию. И плевать на экономические последствия для собственных стран и собственного населения. Логика европейских лидеров тут простая до наивности. Они убеждены, регулярные удары беспилотниками и дальнобойными ракетами по российской территории заставят Путина пойти на уступки, пересмотреть цели, сесть за стол. Вот только на практике эффект получается ровно обратный. Это настолько опасная стратегия, что европейцы считают, что запуская эти ракеты, и идея о том, что Путин каким-то образом согласится на прекращение огня и капитуляцию, на самом деле маловероятна. Она не сработает. Я считаю, что Путин не изменит свою позицию. На самом деле это только злит русских и укрепляет их решимость идти до конца и выводить из строя. Режим в Киеве, руководство в Киеве, а также разрушать его логистику и экономическую мощь до тех пор, пока оно не признает, что должно сдаться. В ответ Россия перешла к методичному демонтажу украинской критической инфраструктуры. Энергетика, логистические узлы – все, что держит государство на плаву. Регионы обесточиваются и изолируются один за другим. А вместе с этим сыпется и экономика. Причем критическое положение вынуждены признавать уже внутри самой Украины. Аграрный сектор, ключевые производства – все дошло до точки, за которой начинается неконтролируемый распад. Ситуация в аграрном секторе хуже, чем когда-либо. Сейчас хуже, чем в самые мрачные дни весны 2022 года. В порте заблокировано, резервов не осталось. Фермеры едва сводят концы с концами, у них нет запаса прочности. Цены на топливо взлетели до небес в преддверии осеннего посевного сезона. Это не устойчивость. Украине нужно просить о мире не потому, что это капитуляция, а потому, что это вопрос выживания. Чем дольше это продолжается, тем сильнее страна разрушается под тяжестью упрямства Зеленского. Обратите внимание на формулировку «просить о мире ради выживания». Это говорят не в Москве, это говорят те, кто еще вчера рассчитывал на победу. А теперь самое интересное. Несмотря на реальные цифры, европейские кураторы продолжают лепить для своего зрителя красивую медийную картинку. В эфирах тезисы о том, что Украина еще может победить и сдержать превосходящие силы. Зачем? Чтобы оправдать миллиардные военные расходы перед собственными налогоплательщиками. Каждая громкая дроновая акция подается западной прессой как стратегический прорыв, хотя на деле чистая демонстрация, которая ничего не меняет на фронте. В данном случае у России все карты на руках, а Украина постепенно теряет карту за картой, и вся эта, если хотите, атака беспилотников, которую так активно раскручивала западная пресса, это по сути пиар-ход. Ну, я имею в виду, что европейцы просто фантазируют. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это просто фантазии. Мы настолько оторвались от реальности, что ложь, которую сейчас распространяют люди, просто невероятна. Мы находимся в состоянии полного, если хотите, разрыва с реальностью. Вот и все. Вот в чем суть. Пока в европейских столицах убеждают аудиторию в успехе выбранного курса, реальная картина на Земле говорит об обратном. И разрыв между этими двумя картинами с каждым днем становится только шире. И под финал история, которая говорит о настроениях в украинской армии, красноречивее любых сводок. Никто не хочет воевать. Сотни военнослужащих украинской армии дезертировали прямо во время обучения на немецких полигонах. Точных цифр Берлин не раскрывает. Но сам факт, что об этом заговорили официально, уже показателен. Значит, счет идет не на единицы. Люди, которых привезли в Германию готовить к фронту, попросту растворяются, не дожидаясь конца подготовки. А дальше начинается самое неприятное для них. Германия не дает беглецам ни единого шанса зацепиться в стране. Вид на жительство – отказ. И прямая перспектива депортации обратно на Украину.
И как вы думаете, что действительно творится на фронте, раз люди бегут, не попав еще на передовую? Логика простая и жесткая. Украинские военные, отказавшиеся возвращаться из-за боевых действий и возможного уголовного преследования, легализоваться в Германии не могут. В Германии прямо подтвердили, дезертиры не имеют права даже подавать документы на вид на жительство. То есть выбор у них по сути между тюрьмой на родине и нелегальным положением в чужой стране. Теперь про масштаб. Еще в октябре 2025-го западная пресса писала о рекордном числе сбежавших из украинской армии. Тогда звучала цифра в 21 тысячу человек. В Генштабе Вооруженных сил Украины, правда, поспешили уточнить. Это не количество самовольно оставивших части, а число выданных справок об этом. Формулировка красивая, только суть от нее не меняется. Людей, уходящих со службы, все больше. И на этом фоне в Киеве обсуждают не смягчение, а наоборот, дальнейшее ужесточение мобилизации. Всерьез рассматривают призыв женщин. Дошло до того, что украинкам в Европе, возможно, скоро понадобятся документы, подтверждающие отсутствие воинской обязанности, иначе есть риск попасть под ту же гребенку. Вот и вся картина. С одной стороны, люди, бегущие из подготовки даже под страхом депортации. С другой – власти, которые в ответ лишь закручивают гайки и расширяют круг тех, кого можно отправить на фронт. Вот такая ситуация на сегодня. Киев просит денег на годы вперед, тыл вскрывают по узлам снабжения, за океаном уже вслух говорят о распаде экономики, а с полигонов бегут те, кого только собирались отправить на фронт. И объединяет эти 4 истории одно. Ни в одной из них нет даже намека на выход. Только новые просьбы, новые пакеты помощи и новые способы найти людей под мобилизацию. Заметьте, чем хуже реальная картина, тем громче звучат заявления о победе. Обычно бывает наоборот. И вот этот разрыв между тем, что показывают, и тем, что происходит на земле, с каждым днем становится все очевиднее. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.